Домашняя гранола получается рассыпчатой и вкусной, а готовится из натуральных продуктов быстро и просто. Для начинки я всегда люблю использовать орехи. Здесь их 200 грамм. У меня смесь разных видов орешков. Кешью, миндаль, грецкий орех, фундук, бразильский орех. А вы можете использовать любую комбинацию на свой вкус. Это может быть либо только миндаль, либо только фундук. То есть выбирайте на свой вкус. Главное, чтобы это были либо сырые, либо сушеные орешки без добавок, без соли, ароматизаторов и всего подобного. Также нам понадобятся овсяные хлопья. У меня плющенные овсяные хлопья. Их берем 300 грамм. Можно вместо них использовать хлопья геркулес или абсолютно любые другие хлопья не быстрого приготовления. В качестве подсластителя я добавила 50 грамм меда и также добавляю сюда 2 столовые ложки масла. У меня это растопленное кокосовое масло, можно также заменить на любое другое масло без запаха. Теперь нам нужно хорошенько перемешать овсяные хлопья с медом и маслом, так чтобы они равномерно распределились и масса не была рассыпчатой. И теперь к этой массе мы добавим начинку, то есть у нас это орешки. Снова хорошенько перемешаем, чтобы они равномерно распределились. Кстати, в качестве начинки вы также можете добавить нарезанные сухофрукты. Далее возьмем форму для выпекания, либо же противень и застилаем пергаментом, чтобы ничего у нас не пригорело. Выкладываем сюда нашу смесь, будущую гранолу, и распределяем ее ровным слоем. К этому времени духовка у нас уже должна быть разогрета до 180 градусов. Ставим в нее нашу гранолу. Далее нам необходимо готовить ее в течение 30 минут, при этом перемешивать ее каждые 7-10 минут, чтобы все не слиплось одним большим коржом. Если вы хотите похудеть, не тратя время на подсчет калорий, без жестких ограничений и при этом питаясь вкусно, сбалансированно, то вам подойдут мои авторские рационы для похудения. Это полноценные готовые меню с пошаговыми инструкциями по приготовлению и со списками продуктов на неделю. С помощью моих меню уже сотни девушек смогли наладить свое питание и избавиться от лишних килограмм. Переходите по ссылке в описании и выбирайте меню, которое подойдет именно вам. Общее время приготовления у меня было 30 минут. В зависимости от вашей духовки может быть такое, что потребуется чуть больше, либо же меньше времени. Блюдо будет готово, когда вы увидите, что гранола хорошенько подрумянилась. Вот таким образом. Значит, можно доставать. Готовую гранолу остужаем, можно пересыпать в банку и хранить в ящике довольно длительное время. Но обычно за пару недель у нас она съедается. Просто обожаю ее вместе с йогуртами и свежими фруктами, либо же ягодами. Имейте в виду, что гранола довольно калорийна, поэтому будьте осторожны с размером порций. Ну а если это видео вам понравилось, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу, а также напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. С вами была Оля, увидимся в следующих роликах.